Почему надо правильно дышать? Качественно увеличиваем обмен веществ в организме, улучшаем отвод отработанных веществ. Практикуем простое и короткое упражнение. Еще древние индусы считали прану энергией, которая питает тело. То есть откуда-то они знали, или такие наблюдательные были, что на самом деле, если так посмотреть на процесс дыхания с точки зрения именно обмена с окружающей средой, что происходит? То есть мы поглощаем внутрь воздух, кислород, углекислый газ, азот и выделяем. То есть то же самое мы делаем с пищей, поглощаем ее внутрь и выделяем. Процессы переработки пищи наружу. То есть фактически с дыханием мы питаем наше тело. Выглядит это философски, но по факту так и есть. И вот что происходит в организме человека, когда у него все нормально с дыханием, когда правильно идут процессы дыхания. Что первое, что самое важное, в организме человека хороший обмен веществ в тканях именно, потому что оптимальное сочетание кислорода и углекислого газа в тканях обеспечивает там хороший обмен веществ. Ведь именно качественный обмен и баланс кислорода и углекислого газа обеспечивают нашу жизнь. Это и регулирует общий обмен веществ в организме человека. Это такие два бегунка таких, да? Два регулятора, которыми регулируется общий уровень обмена веществ, вот в конкретных тканях. И поэтому, если будет там меньше кислорода или больше кислорода, меньше углекислого газа или больше, от этого зависит очень сильно, какой будет обмен веществ в тканях у человека. Это первое, что происходит при правильном дыхании. Второе, что происходит при дыхании, это очищение. То есть легкие не только поглощающий орган, многие не знают этого, но и выделяющий орган. То есть через легкие мы выделяем продукты газообмена. Это, например, углекислый газ. Также продукты метаболизма в газообразном состоянии уходят с нашего организма. То есть производится естественная очистка всех тканей. То есть легкие — это выделительный орган, а не только орган, поглощающий кислород из воздуха, но и очищающий организм. Именно от дыхания зависит, сколько у нас энергии в организме. Получается так: правильно работают легкие — есть энергия. Легкие дают сбой — нет энергии. Так что основным в организме и является дыхание. На практике именно все асаны йоги выполняются с определенным дыханием. Это относится и к медитациям в том числе. То есть без правильного дыхания и асаны, и медитации будут малоэффективны. Также от дыхания зависит и наш иммунитет, потому что в легких очень много лимфоузлов. Это орган, который постоянно контактирует с внешней средой, которая содержит множество бактерий, различных вирусов и так далее, и так далее. То есть очень много агентов. Это и различная грязь, вирусы, бактерии. Все это вместе очень сильно воздействует на лимфоузлы в легких, на наш иммунитет, на нашу иммунную систему. Поэтому хороший иммунитет должен тренироваться. Но иммунитет — это армия, которая защищает организм. Как у государства есть армия, которая его защищает. Вот иммунитет — это армия клеток, которая защищает наш организм. И вот эти клетки проходят свое обучение в таких вот военных университетах, так называемых, которые называются лимфоузлами. И вот в этих лимфоузлах должно постоянно быть что-то, где они обучают. На чем они обучаются? Все противники организма, это всякие микробы, вирусы, пыль, грязь и так далее, находятся в окружающей среде. Все это берется именно из внешней среды. Так что есть 4 обозначенные функции дыхательной системы, от которых зависит наш организм. То есть вся жизнедеятельность. Именно от этого будет зависеть, будем мы болеть или нет. Какое настроение будет в течение дня, и наша трудоспособность, и самочувствие в целом. Дыхание — это питание всего организма, причем не только наших органов, но и питанием ментального тела. Природа создала наш организм так, что мы должны питать и физическое, и ментальное тело постоянно. Даже в бессознательном состоянии, когда спим, мы все равно дышим. Многие спорят, какое дыхание лучше, или Вима Хофа, или Бутейка, но вы вдумайтесь, что все они основаны на самом дыхании, его задержке или времени вдоха-выдоха. Надо отметить, что есть несколько техник дыхания, каждая из которых эффективна в своей области применения. Внизу под видео будут ссылки на видео по этим техникам, и вы сможете выбрать наиболее оптимальный вариант.
При помощи дыхания мы регулируем уровень кислорода и углекислого газа в организме. Это напрямую влияет на распад веществ. А это, в свою очередь, на работу органов во всем организме. Эффект можно увеличить при помощи асан и медитации, но без дыхания все это бесполезно. Вот поэтому эти 4 функции, которые я сейчас обозначил, при хорошем, правильном дыхании будут у вас работать оптимально, если вы будете хотя бы какое-то одно упражнение в день дыхательное делать. Но это не значит раз в неделю. В этом вопросе важна регулярность, ведь дышите-то вы постоянно, а не раз в неделю. Так что делайте хотя бы одно упражнение, но регулярно, и эффект не заставит себя ждать. Например, сейчас вы узнаете о простом дыхательном упражнении для утреннего пробуждения. Многие, большинство людей, к сожалению, зарядку не привыкли делать по утрам. Это у них не входит в обычный образ жизни и поэтому плохо себя чувствуют. И вот с чего-то, чтобы начать, можно, конечно, сказать, делайте 100 приседаний. Это и нагрузка, и дыхательные упражнения сразу и так далее. Скажем прямо, очень тяжело среднестатистическому человеку заставить себя делать хотя бы 30 приседаний каждый день, потому что у кого-то суставы болят, у кого-то давление, кому-то просто лень, и они находят массу оправданий сами для себя. Некоторые сами себе говорят: «Я и так с утра встаю разбитый, мне там вот энергии и так нет, я еще буду приседать», и в итоге никто ничего не делает. И поэтому простые упражнения, но эффективные, они ключиком являются для тех людей, которые хотят с чего-то начать. А также простые, но эффективные упражнения являются полезным бонусом, дополнительным к своему состоянию, к своему здоровью, для тех людей, которые уже чем-то занимаются. Это очень простое упражнение. Для него много места и никаких приспособлений. Оно основано на вибрации. Вы просто чуть приподнимаете пятки, стоя на ногах, и опускаетесь. При этом, создается своего рода вибрация, причем, прошу заметить, вибрация всего организма. То есть поднялись на 2-3 сантиметра, опустились. Поднялись на 2-3 сантиметра, опустились. То есть вот вибрационное движение. И при этом делаем вдохи и выдохи. Смотрите, то есть вдох, а возникает при таком простейшем движении вверх, возникает как бы стимулирование бронхов из-за этой вибрации. При таком простом движении могут возникать откашливающие моменты. И вот эти откашливающие моменты будут возникать рефлекторно. Особенно это будет полезно людям, которые, например, курят, или же есть ненужные накопления в бронхах. Сделайте с утра где-то 100 таких движений, это будет благоприятно для всего организма, разбудит его, простимулирует для работы на весь день. Просто организм в ночное время спит, он не работает интенсивно, и простые вибрации его будут и настраивают на нормальное функционирование. Возникает стимуляция, очень хорошая стимуляция деятельности именно бронхов на очищение, то есть на дренажную функцию легких увеличивается после сна. При этом очень хорошо еще, если вы будете делать хлопки в ладоши, потому что много нервных окончаний на ладонях. Хлопок рефлекторно стимулирует активную дыхательную функцию и вибрацию в бронхах. То есть при касании пятками пола просто делать хлопок в ладоши перед собой. Не надо хлопать сильно, вам просто нужно чуть усилить вибрацию в организме. Почему это так? Потому что в природе, если вы за что-то хватаетесь, то есть вам нужно применять усилия, тянуть на себя или с кем-то бороться и так далее, поэтому вот этот вот резкий контакт ладоней, он будет усиливать эти эффекты. И вот так вот 100 раз. И таким образом вы простимулируете в дополнительно легкие свои, рефлекторные и все биологически активные зоны на ладони, которых там очень много. Дыхательная практика будет эффективна для тех людей, кто перенес инфаркт, например, у кого сердечная недостаточность, у кого гипертоническая болезнь. Что мы делаем? Ну, как известно, люди, у которых проблемы сердечно-сосудистой системы, они ослаблены, и многим порой бывает не до физических нагрузок. Так вот, на первой стадии, чтобы начать тренировку и начать подавать энергию к вашему сердцу и сосудам, для того, чтобы они лучше стали работать, для того, чтобы у вас начала уходить ваша болезнь, необходимо выполнять дыхательные упражнения. И одно из самых простых – это так называемое очищающее дыхание или прерывистое дыхание. Как оно делается? Вы делаете вдох, и потом делаете выдох. Один выдох, но он идет рывками по такой схеме. Раз, раз, два, раз. Вдох. Вдох через губы трубочкой? Не, это не 4 вдоха и 4 выдоха. Это именно один вдох. И потом вы делаете 4 выдоха также рывками. То есть выдох вы дробите на 4 части. Еще раз.
То есть у вас получается 4 прерывистых выдоха. Можно сделать губы трубочкой на первой стадии. На второй стадии, когда вы уже поймете, как это правильно делать, потому что ошибка основная какая, делают вот так. Вот так делать не надо, это неправильно. Так что оставайтесь здоровыми, дышите правильно.